Продолжим работу над кофтой из ажурных мотивов. Сначала я планировала показывать и вывязывать сразу мотивы, прикрепляя их друг к другу, как это делается во многих мастер-классах. Но когда я внимательно еще раз прочитала источник, в котором я нашла эту модель с описаниями, так вот там говорится о том, что вяжется отдельными мотивами, а потом мотивы соединяются. Поэтому мы будем делать точно так же. Если кто-то хочет сделать эту работу цельновязанную, прикрепляя мотивы, я не буду вас от этого отговаривать, поскольку в интернете достаточно много видео, которые называются «Как соединять мотивы». То есть вы можете вязать один мотив и по мере того, как формируются вершины, довязывать остальные мотивы. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание. Еще раз измерьте образцы, которые у вас получаются, сколько сантиметров каждый из них. И в случае, когда вы будете собирать 3 мотива на передней половинке, 3 мотива на задней, посмотрите, какой у вас получается объем. Потому что с тех мотивов, которые я уже связала, я сделала замеры, у меня получается 16 сантиметров один мотив, и никак не вывязываюсь я на 48 размер, то есть это у меня в лучшем случае будет 46. Но поскольку моделей у меня много и всяких размеров, поэтому, конечно, владелец для этой ажурной кофты обязательно найдется, но просто хочу вас нацелить на то, чтобы обязательно замерили образцы и либо заменили нитки, либо заменили размер крючка, чтобы у вас получилась именно та модель, которую вы планируете, именно тот размер, который вам необходим. В этой части видео мы с вами продолжим вязать элементы, которые необходимы для сборки данной модели. Но сначала я хотела бы показать, как я обещала, как я формирую эти образцы, как их натягиваю, как делаю уголочки. Но еще раз повторяю, что это только мое видение, мое предложение. Вы можете сделать это иначе, как вам нравится. Ну и еще один момент, который я хотела бы озвучить и повторить. Я не русская, в России не жила. Естественно, что у нас есть какой-то свой, не знаю, говор, какой-то диалект. Очень даже возможно, что я многие слова говорю неправильно, но не думаю, что из-за этого кто-то не поймет то, что я пытаюсь донести для тех, кто учится вязать. Простите мне неверное ударение, простите мне неверное произношение. И, пожалуйста, не тратьте на это ваше личное время, не пишите об этом в комментариях. Задавайте вопросы конкретно по существу. Спасибо и продолжим. Вот таким образом я натянула на диванной на подушке от кресла иголочками, все заколола и придала форму нашей звездочки. Потому что если киса, вот это ты зря делаешь, кыш. Потому что когда постирать и погладить это одно, но вот уголочки, чтобы красивую форму сделать, отпарить, вот нужно сначала на иголочках вот так натянуть. Но вы можете, конечно, делать, как вам нравится, но я такие вещи всегда форму придаю таким образом. Вот так высушиваю, а потом еще отпариваю утюгом. Вот с таким элементом будем работать. Нам необходимо связать один такой элемент. Это плечо. Начинаем с воздушной цепочки из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединительная петля. Три петли подъема и 11 столбиков с накидом. Я здесь ошиблась, нужно 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
12. И с учетом первых 3 петлей подъема получается 13. Так, вот мы ряд закончили. Чтобы перейти нам на второй ряд, нужно сделать 3 петли подъема. Переворачиваем работу. Теперь вяжем столбик с накидом из предыдущего столбика подряд без пропусков, без воздушных петель. Это у нас уже получается 2 столбика. И третий также. То есть у нас начинается ряд с 3 столбиков. Готово. Далее, после каждого столбика с накида мы будем делать 2 воздушных петли. 1, 2. Столбик с накидом, 2 воздушных петли. Столбик, 2 воздушных петли. 1, 2, 2 воздушных и столбик с накидом. Теперь без пропуска еще 1 столбик с накидом. И еще 1. То есть начинается и заканчивается ряд 3 столбиками с накидом, чтобы не было между ними пропусков из воздушных петель. Переходим на следующий ряд. Снова у нас 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. 1 столбик с накидом. Так, то есть 2 подряд. Далее делаем следующий рисунок. 4 воздушных петли, затем из арочки вывязываем 4 столбика с накидом с одной вершиной. И так до конца ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом не до конца провязаны, и теперь одна общая вершина. Теперь 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И следующие арочки опять вывязываем 4 столбика с накидом с одной вершиной. 1. Видите, я не до конца провязываю, у меня остается петелька на крючке от воздушной цепочки, и теперь 4 столбика не нужно. 2, 3, 4. Вот 4 столбика не до конца провязанных, и теперь объединяем 4 воздушных. Четыре столбика с накидом не до конца провязанных и одна вершина. Так, подходим к завершению ряда. 4 воздушных петли я связала. Теперь в последней арочке вяжу 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, и все вместе. Готово. Общую вершину сделали. Теперь 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4.
И завершаем ряд 2 столбиками с накидом. Один, второй. Для перехода на следующий ряд нам нужно сделать 1 петлю подъема, перевернуть и провязать 2 столбика без накида. 1, 2 столбика без накида. Теперь по рисунку у нас идет 5 столбиков с накидом из арочки. То есть вот из вот этой арочки мы должны вывязать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Готово 5 столбиков. Теперь из вершины предыдущего ряда мы должны провязать столбик без накида. Теперь опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И так далее. Из каждой арочки 5 столбиков с накидом, из вершины столбик без накида. Подошли к концу ряда. Из арочки вывязываем 5 столбиков с накидом. Три, 4 и 5. Так, теперь 2 столбика без накида из вершин столбиков предыдущего ряда. Закончили ряд. Теперь, чтобы перейти на следующий ряд, необходимо сделать 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание и вяжем 1 столбик с накидом. Далее по 3 воздушных петли мы должны провязывать в виде цепочек с креплением в середине арочки и со столбиками с накидом в конце веерочка. Итак, цепочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Крепимся в середине веерочка столбиком без накида. 1, 2, 3. Столбик с накидом в конце веерочка. Два, 3 в серединке. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1, 2, 3. В серединке.
1, 2, 3, столбик с накидом. И так до конца ряда. Подошли к окончанию ряда. 3 воздушных петли. Закрепляемся в середине арочки столбиком без накида. 3 воздушных петли. Закрепляемся столбиком с накидом. И второй столбик для завершения ряда. Нужно набрать 3 петли подъема. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. И следующий ряд у нас будет состоять из цепочек по 5 воздушных петель. Но первая цепочка состоит из 3 петель. 1, 2, 3. Крепимся сразу в первой же арочке, в серединке столбиком без накида. И далее по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующей арочке закрепляемся. 1, 2, 3, 4, 5. В следующей арочке закрепляемся. Так вяжем до конца ряда. Подошли к завершению ряда. Сделала цепочку из 5 воздушных петель. Закрепляю столбиком без накида последнюю арочку. Теперь делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3, так как в конце ряда у нас не полный веерочек будет. И завершаю ряд столбиком с накидом. Вот таким вот образом. Для того, чтобы перейти на следующий ряд, нужно сделать 1 петлю подъема, повернуть работу. Далее нужно провязать 2 столбика без накида, для того, чтобы нам выйти на середину арочки и начинать вязать полноценную цепочку из 5 воздушных петель. Один. И 2. Все, мы на середине арочки, и отсюда набираем цепочку из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляемся в следующей серединочке. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляемся в следующей. И так до конца ряда. Все абсолютно элементы одинаковые. Цепочки из 5 воздушных петель. Заканчиваем этот ряд. Я набрала последнюю цепочку из 5 воздушных петель и закрепляю в середине арочки. И здесь арочка у нас была не полная, поэтому мы ее заканчиваем столбиком без накида. Вот таким образом. И теперь нам, чтобы перейти на следующий ряд, и этот ряд уже будет последним для этого элемента, необходимо набрать 3 петли подъема. 1, 2, 3. Перевернули работу. Необходимо сделать воздушную цепочку из 3 петель. 1, 2, 3. И закрепиться в арочке. То есть у нас картинка не полная, поэтому вот начинаться будет с этого элемента. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И из этой арочки следующей мы будем вывязывать
4 столбика с накидом, и между ними будет пико. 1, 2, теперь пико, 3, под петелечки изныряем, ниточку вытягиваем, и еще 2 столбика. 1 и 2. Теперь 3 воздушных петли, 1, 2, 3, крепление посередине арочки. То есть вы узнали, это первый элемент, просто он половинчатый. Еще 3 воздушных петли и опять делаем наши ворота. 1, 2, теперь пико, 3 и еще 2 столбика. Вот таким вот образом получаются наши картиночки. Все, вяжите до конца ряда. Итак, подошли мы к завершению нашего элемента. Закрепилась я после 3 воздушных петель в арочке. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующей арочке я вяжу свои ворота. Первый столбик, второй столбик, пико, 1, 2, 3, еще 2 столбика, 1, 2. И вот здесь вот оканчивается ряд без воздушных петель, сразу столбиком с накидом в последнюю петлю предыдущего ряда. Вот таким образом. Вот так вот. На этом элемент номер 4 мы вязать закончили. Следующий элемент номер 5. Он выглядит вот таким образом. Он тоже только один. Сейчас мы его свяжем. Начинаем работу с цепочки из 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6 и соединяемся. Три воздушных петли, 1, 2, 3. Это петли подъема для начала ряда. Далее вяжем ряд 1 воздушная петля, столбик с накидом. Две воздушных петли, столбик с накидом. Две воздушных петли, столбик с накидом. Две воздушных петли, столбик с накидом. 3 петли подъема, переворачиваем работу, 1 столбик с накидом,
1 воздушная петля. Из следующего столбика, из одной вершины, мы вывязываем 2 столбика с накидом. Один. И второй. Далее 1 воздушная петля, столбик с накидом из арочки, 1 воздушная петля, 2 столбика из одной вершины. Одна воздушная петля, 2 столбика из одной вершины. Одна воздушная петля, столбик с накидом из арочки и столбик с накидом, завершающий ряд. Закончили. Чтобы перейти на следующий ряд, нужно сделать 3 петли подъема, перевернуть работу, сделать 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля. Далее у нас было вывязано из одного столбика 2. Теперь из этих 2 столбиков вывязываем 4, то есть из каждого из столбиков по 2. Один, два. И из второго 1 и 2. Далее 1 воздушная петля. По рисунку дальше 1 столбик. Мы из этого столбика, из одного вывязываем 1. Воздушная петля. Далее 2 столбика, вывязанные из одного. Теперь из этих 2 мы вяжем 4, из каждого по 2. 1, 2 и из второго 1, 2. Далее из одного столбика вывязываем 1, и делаем столбик с накидом, завершаем ряд. Три петли подъема, 1, 2, 3, переворачиваем работу, столбик с накидом, то есть у нас этот ряд начинается с 2 столбиков, один который состоит из 3 петель подъема, второй мы провязали. Далее 1 воздушная петля. Теперь из 4 столбиков мы делаем 6. Из первого вывязываем 2, из первого вывязываем 2 столбика из одной вершины, второй и третий мы вывязываем 1 к 1, и из 4 вывязываем 2.
Таким образом у нас получится 6 столбиков. Один и второй. Далее 1 воздушная петля, 1 столбик из одного, 1 воздушная петля. Опять у нас было 4 столбика, делаем 6. 4, 5, 6, 1 воздушная петля и из 2 столбиков 2 столбика. 1 и второй. Так, ряд закончили. Теперь 3 петли подъема. 1, 2, 3. Перевернули работу. Из столбика с накидом мы вывязываем рогатку с 1 воздушной петлей. 1 воздушная петля, 2. Теперь будет 2 воздушных петли, потому что мы идем на уменьшение нашего заборчика. Было 6, а теперь будет 4. И вот эта 1 воздушная петля добавочная, она будет как раз над тем столбиком, который мы пропускаем сейчас. И начинаем мы вязать сразу со 2 столбика. То есть вот первый столбик мы пропускаем, начинаем со 2 вывязывать. 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петли. Теперь подходим к месту, где у нас был 1 столбик. Теперь из него вывязываем рогаточку. 3, 4, 2 воздушных петли, рогаточка, 1 воздушная петля, 2 хвостик от рогатки, и заканчиваем ряд столбиком с накидом. 3 воздушных петли подъема, переворачиваем работу. Далее у нас по рисунку идет 1 воздушная петля и рогатка из половинки, как бы состоящей. У нас должна быть двойная рогатка, но здесь за счет того, что рисунок половинчатый, будет 1 рогатка вот из вот этой арочки. Правая веточка от рогатки, одна воздушная петля, левая веточка от рогатки и далее 2 воздушных петли. Теперь вот подходим к нашему заборчику из 4. Если помните, это же наш элемент номер 2. Из заборчика из 4 дощечек останется 3 дощечки. 1, 2 и 3. Так, 2 воздушных петли, идем на рогаточку и вывязываем из нее 2 рогатки, вернее одну, но поделенную посередине. 1 воздушная петля, 3 ножки будет, 2 ножка, воздушная петля и 3 ножка.
Далее 2 воздушных петли. Теперь у нас заборчик из 4 дощечек, делаем из 3. 2 воздушных петли. Идем на рогаточку, но в рогаточке делаем только половинку, 2 ножки, потому что у нас не полный тут элемент. 1 ножка, 1 воздушная петля, 2 столбик, 2 воздушная петля и столбик завершения ряда. Три петли подъема, 1, 2, 3, поворачиваем работу, столбик из арочки, столбик с накидом, конечно же. Далее 2 воздушных петли, еще 1 рогатка из арочки, уже полная, 1 воздушная петля между веточками, так, теперь 3 воздушных петли, 1, 2, 3, заборчик из 3 дощечек, останется только 2 в этом ряду. 1, 2, 3 воздушных петли, из 2 арочек вывязываем рогатки. Правая, 1 воздушная петля, левая веточка, 2 воздушных петли и еще 1 рогатка. Правая веточка, 1 воздушная петля, левая веточка, 3 воздушных петли. Дальше заборчик из 2 дощечек, 1, 2, 3 воздушных петли. Далее у нас заборчик из 3 дощечек, будет 2. 1, 2, далее 3 воздушных петли. Теперь вывязываем рогатки из арочек. Первая рогатка, правая веточка, 1 воздушная петля, 2 веточка, далее 2 воздушных петли. Теперь из арочки нижнего ряда вывязываем столбик с накидом и столбик с накидом, завершаем ряд. Теперь 3 петли подъема, поворачиваем работу, из арочки вывязываем корону. Первый столбик, 2 столбик, пико, 1, 2, 3 и сворачиваем дульку, еще 2 столбика, первый, 2 и 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Вот он, элемент сформировался, наш красавчик. Крепимся, как и в цельном элементе номер 2, который мы вязали, к крайней веточке рогатки нижнего ряда.
столбиком без накида. Далее 3 воздушных петли. И из заборчика из 2 досточек вывязываем опять нашу корону, которая будет состоять из 4 столбиков. То есть помните, что будем вывязывать по 2 столбика из одной точки, из одной вершины. Пико, 3 петли и соединяем. Готово. Из одной вершины вывязываем 2 и заканчиваем в этом месте этот элемент. Далее 3 воздушных петли. Опять крепимся к крайней веточке рогатки с нижнего ряда. 3 воздушных петли и из арочки вывязываем наш элемент корону. Крепимся в нижней рогаточке. 3 воздушных петли. Идем на заборчик. Из одной вершины вывязываем 2 пико, из второго вывязываем тоже 2 3 воздушных петли. Идем на рогаточку. Три воздушных петли. В арку ныряем. Первый столбик. Второй столбик. Пико, завершаем элемент еще 2 столбика, последний элемент, столбик с накидом в последний столбик элемента номер 5. Готово. Вот так он у нас выглядит. Погладится, отпарится, уголочки будут остренькие, и все будет красиво. Следующий элемент, который мы с вами будем вязать и который обязательно пригодится для того, чтобы завершить наш проект, это элемент номер 6. Он практически половина, чуть больше половины третьего элемента, и он также будет участвовать в соединении по нижней части кофточки и по нижней части рукавов. Вяжется тоже несложно, и вот таких элементов будет 14. То есть вот у нас 20 третьих элементов и 14 шестых элементов. Элемент также начинается с воздушной цепочки из 6 воздушных петель, от которых все пляшет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сворачиваем с помощью соединительной петли. Вот таким образом. И вяжем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы нам начать новый ряд, необходимо связать еще 3 воздушных петли, но это уже будет элемент первого ряда. Далее столбик с накидом. Далее 3 воздушных петли, 1, 2, 3, еще один столбик
с накидом. Три воздушных петли, еще один столбик с накидом, три воздушных петли, еще один, еще три воздушных петли и шестой столбик. Три петли подъема и переходим на второй ряд. Из арочки мы должны вывязать 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушных петли. Из следующей арочки мы вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушных петли. В следующей арочке 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли. И следующего 3. То есть, как и в третьем элементе, в этом ряду чередуются в каждой арочке то 2, то 3 столбика с накидом. Если в одной было 2, то в следующей будет 3. Вот в этой арочке у нас 3 столбика с накидом. Готово. 2 воздушных петли. И здесь будет 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем работу. Из 2 столбиков, которые у нас здесь имеются, мы вывязываем 4 столбика и между ними пико. Из первой вершины первый столбик, второй столбик, далее пико, 1, 2, 3, захватываем ниточку и сворачиваем. Из второго столбика еще 2 вывязываем. Первый и второй. Так, первую корону мы связали. Далее цепочка из 3 воздушных петель, крепление в арочке, сразу еще 3 воздушных петли. И теперь, где у нас было 3 столбика с накидом, мы вывязываем между ними в проемах между столбиками по 2. Первый, второй, теперь пико, 1, 2, 3, захват, и между первым и вторым
еще 2 столбика, первый и второй, 3 воздушных петли, в арочку закрепились, 2, 3 воздушных петли, крепимся в арочке, еще 3 воздушных петли и из 2 столбиков вывязываем 4. 1, 2, 1, 2, 3 пико, из второго столбика еще 2, 1, 2, и на этом завершаем свой элемент номер 6. Вот такой. Таких у нас будет 14.